Всем привет-привет! Мы сегодня начинаем наш разбор новый. И сегодня я не просто так выбрала фрагмент, а фрагмент политический, сразу скажу, который просто взорвал нидерландский сегмент зрителей, особенно Ютуба. Не обязательно всех тех, кто увлекается политикой, но вообще всех, потому что то, что происходило на этих парламентских дебатах, парламентских прениях, это такая боль Нидерландов. Естественно, вопрос по поводу, что делать с мигрантами и как с ними поступать. Я знаю, что не все увлекаются политикой, это очень болезненная тема, тем более политикой другой страны, не всем это интересно. Но моя рекомендация, во-первых, для языка это очень полезно, потому что огромное количество слов, интересных выражений. Это другой уровень разговора, речи, поэтому очень рекомендую. Ну и, естественно, там слова из прений в прение перетекают одни и те же, то есть вы можете много выучить. Потом, конечно же, по поводу сдачи экзамена на КНМ, это тоже полезно, там бывают политические вопросы. Ну и в-третьих, если ваша цель интегрироваться и вообще узнать о Нидерландах, это не обязательно про интеграцию, даже кто-то вот сейчас смотрит, не изучающий нидерландский язык, это очень интересно. Мне тем более, потому что все знают, что я работала на канале ВПРО, я делала документальные фильмы, и, естественно, на протяжении там очень много времени, почти 15 лет, и поэтому, естественно, я увлекалась политикой, и только этим и занималась все эти 15 лет, поэтому для меня эта тема очень интересная. Еще это бывают очень смешные дебаты, на самом деле эти дебаты растаскивают потом на цитаты, на шутки, и вам будет о чем поговорить с носителями, да, когда вы с ними встретитесь. Политическая тема здесь такой топик для разговора, особенно между коллегами или очень близкими людьми. Это не табу, сразу скажу. Поэтому можете вот блеснуть своими знаниями, кроме того, что еще блеснуть своим языком. Сегодня я выбрала маленький фрагмент, почему он разорвал интернет, потому что вот эти дебаты, что делать с мигрантами, многие считают, что это правильные дебаты, да, их очень часто замалчивают или как-то ну, не решают проблему, да, которая есть, если вообще проблема есть, да. У всех на этот счет разные мнения. Самое главное, что, во-первых, здесь проблема была обозначена очень четко. И второе, вопрос, перешли ли дебатирующие границы дозволенного в формулировках. Давайте посмотрим. Ну, мы будем, конечно, смотреть с точки зрения языка. Там, так как это высокообразованные люди, то, естественно, там классический пример соблюдения грамматики. Давайте посмотрим. И, во-вторых, там есть некоторые слова, которые вам потребуются в нормальной жизни. Ну и, конечно же, может быть, этим роликом я пробужу ваш интерес к местной политике, потому что у кого есть паспорт, тот имеет право голосовать, и это очень важно. Я хожу всегда голосовать. И считаю, что это очень важно, да, потому что за это люди боролись, и мы таким образом, это единственный наш способ что-то изменить, высказаться. И еще очень важно понимать, о чем идет речь сейчас в политике, потому что когда вы встречаетесь с коллегами, когда вы встречаетесь с какими-то людьми на улице, это всегда об этом заходит речь. Поэтому я считаю, что это очень важный момент знать, что происходит. Но это такое было маленькое вступление, и как обычно я вам скину PDF-ку со словами, которые вы можете посмотреть. Я сейчас открыла полностью все вот эти вот мои линк на материалы, то есть вам не нужно запрашивать доступ, вы можете просто так нажать на кнопочку и посмотреть, да, скачать этот PDF со словами. Я не буду каждый раз делать такие разборы, но буду делать все-таки политические дебаты о том, что сейчас очень-очень важно, то, конечно, буду я рассматривать с вами вместе эти кусочки. Напишите в комментарии, интересны ли вам такие разборы, полезны ли вам такие разборы политические, интересно ли вам вообще знать о политике. Это моя любимая тема, поэтому я могу об этом рассказывать, показывать вам, как это работает, как работает парламент, как работают выборы, как работает конституционная монархия, которую мы имеем здесь в Нидерландах. То есть обязательно напишите. И напишите вообще о том, что вы думаете об этих дебатах. Я взяла маленький, самый нашумевший кусок, потому что Мефрау де Фос, да, это председатель партии Forum for Democracy, форум для демократии. Она, скажем так, эта партия не очень, да, не очень старая, и она изначально позиционировала себя как праворадикальная.
Да. Вот мне интересно, что вы думаете, потому что это касается всех, кто сейчас проживает, кто не имеет паспорта, и даже кто имеет паспорт. Все, что говорили в парламенте на эту тему, это касается всех. Поэтому напишите, что вы думаете. Вы против или за таких высказываний. Так вот, о чем пойдет ролик? Ролик — это кусок дебатов между, как я уже говорила, мевrouw де Vos, да, она председатель, по-голландски это voorzitter, партij van Forum voor Democratie, председатель этой партии, и она дебатирует там со всем парламентом, но в этом ролике она дебатирует с представителем партии Denk, Стефан фон Барле, и вот они обмениваются, так скажем, колкостями там, да, обмениваются мнениями и колкостями в том числе. Давайте смотреть. Так, минуточку, смотрим. Сейчас я переключусь. Итак, сначала я прогоню весь ролик. Весь ролик. Вы посмотрите ролик с субтитрами, да, с хорошими субтитрами. А потом мы начнем по частям, как обычно, смотреть, что же они говорили и на что обратить внимание. Nederland is voor de Nederlanders. Als je nu 3 miljoen Afrikanen een Nederlands paspoort geeft, dan zijn dat nu natuurlijk niet meteen allemaal Nederlanders. Iedereen snapt dat dat in de praktijk natuurlijk niet zo werkt. Voorzitter, dit is nou hoe racisme eruit ziet. Iedereen die een Nederlands paspoort heeft, is een Nederlander. En mevrouw de Vos, die bepaalt niet wie Nederlander is en wie niet. Mevrouw de Vos bepaalt niet wie meer recht heeft om aanspraak te kunnen maken op dit land en wie niet. Iedereen die een Nederlands paspoort is een Nederlander. En ik vraag mevrouw de Vos, dit is een walgelijke vorm van racisme, om dat gewoon terug te trekken. Ja, de heer Van Baarle heeft het nu over de juridische definitie van een Nederlander. En dat is inderdaad iemand met een Nederlands paspoort. Veel mensen die een Nederlands paspoort hebben, die hebben wel een Nederlands paspoort, maar die voelen zich helemaal geen Nederlander. Dus ja, als zij zich al geen Nederlander voelen, hoe moet ik ze dan als een Nederlander zien? Raar, hè? Dat ik me vastklamp aan de grondwet. En dat ik me vastklamp aan de verworvenheden die we hier in dit land met elkaar hebben bevochten. Voorzitter, dat is wat Nederland Nederland maakt. Namelijk dat hier niet gediscrimineerd wordt. En voorzitter, ik constateer alleen maar dat als mevrouw de Vos onderscheid gaat maken tussen de ene Nederlander die wel aanspraak mag maken op dit land en op de verworvenheden in dit land, en de andere groep Nederlanders die dat niet mag, dat dat racisme is, dat dat discriminatie is en dat het gewoon echt een hele smerige vorm van extreemrechtse politiek is in dit huis, die ik heel erg lang niet gehoord heb en die keihard bestreden moet worden. Ну что, вы поняли, я думаю, суть. Тот, кто начинает изучать язык, конечно же, это еще пока тяжело прям сразу все понять. Кто уже хорошо владеет языком, суть вы поняли, да? И давайте посмотрим, что же они говорят по факту. Начинаем прогонять прям по фразам. Давайте. Потом я буду показывать вам PDF-ку со словами, там, что вам важно запомнить. Я, конечно, не все фразы записываю, потому что тогда это перейдет уже просто в разряд урока, который затянется на 3 часа. Но будем какие-то фразы вынимать. Давайте еще смотреть, что же там нам говорят. Сейчас я перемотаю на самое-самое начало. Секундочку. Так, ну начнем. Nederland is voor de Nederlanders. Als je nu 3 miljoen Afrikanen een Nederlands paspoort geeft, dan... Здесь я остановлюсь. Давайте смотреть. Мефрау Фош. Кстати, Фош — это лисица, то есть, ну, по-русски Лисицына была бы у нее фамилия, наверное. Так вот, она говорит, Nederland is for Nederlanders. Давайте сейчас я вам кое-что покажу. Вот, сейчас, секундочку. Ну, во-первых, это камердебат. Het Kamerdebat. Mevrouw de Vos. Форум. Так, вот здесь niet van, а voor democratie. На самом деле, voor democratie. En Stefan van Baarle от партии Denk. Партия Denk
изначально, когда она появилась, она представляла мигрантов. Ее еще называют турецкой партией, потому что и основатель, и кооснователи были турецкого происхождения, но на самом деле вообще она представляет интересы всех иностранцев. Не могу сказать, что она очень популярная или не популярная, она такая же популярная, как все остальные партии. Форум for Democracy у них с переменным успехом, когда основатель этой партии Терри Бодет основал ее, она была очень популярная, да, все говорили, что это партия, скажем так, опфолхер, так, у меня сразу, когда думаю о политической системе в Голландии, сразу у меня переходит голова в разряд политических терминов. Значит, эта партия следует шагам еще другой партии, тоже праворадикальной, где у нас был представителем Wilders. И вот Wilders, он очень долгое время, в принципе, представлял оппозицию в правительстве, праворадикальную, и он даже на прошлых выборах победил неоднократно. Вот. Но из-за того, что по определенным причинам, это очень долгая история техническая, да, он не смог стать премьер-министром, потому что все остальные парламентские партии проголосовали против него. Это был такой нонсенс, потому что в Голландии вы голосуете не за человека, а за партию. И председатель, то есть самое главное лицо в партии, автоматически становится премьер-министром. Так вот, его партия выиграла, тем не менее, он не стал премьер-министром, а премьер-министром оставался Рютте, и они были в оппозиции. Вот, сейчас у нас Рютте ушел, другая партия представляет большинство. А вот это вот одни из популярных партий, и вот Forum for Democracy является партией, которая довольно популярна среди, скажем так, голландцы называют это populair onder blanke Nederlanders, да, популярная среди белых голландцев, да, ну не только, но вот белых голландцев. То есть вы понимаете немножко, о каких мы партиях говорим и почему и кто что говорит. И давайте посмотрим. Камердебат, парламентские прения. Если вы хотите, вы можете на парламентские прения, да, в принципе, попасть спокойно в Гааге по определенным дням. Раньше был во вторник, сейчас вот не помню. И поговорить с представителями разных партий. Здесь все довольно неформально. Обратите внимание, у нас очень распространенная ошибка, и понятно, почему она такая возникает. И вы сейчас на протяжении всего фильмика увидите, насколько это важно, и как часто два этих голландца используют именно такой оборот. Все мои ученики до примерно уровня, ну, очень часто до B1, даже и на B1, и на B2 начальном говорят «Nederlandse mensen». Да. Давайте теперь подумаем по-русски. Мы говорим голландские люди, или русские люди, или украинские люди. Так говорят дети в сказках. И еще в очень специфических контекстах, когда нам нужно именно вот это... Одну секунду. Что-то у меня тут... Очень извиняюсь, у меня что-то произошло. Ну ничего, вроде бы все в порядке, да, мне показалось, что у меня вода потекла из air-кондишнинга. Вот, кстати, по-голландски air-кондишнинг называется airco. Очень жарко, я сижу наверху, вот у меня работает airco, я услышала, как вода закапала. Так вот, о чем мы говорили? Говорили мы о том, что все говорят Nederlandse mensen, когда говорят про голландцы. К сожалению, голландцы так не говорят. Да, если мы говорим в обычном контексте, то это всегда будет Nederlander, если это мужчина. Nederlander как житель страны. Nederlandse, например, если я про себя буду говорить про свою национальность, в паспорте, да, паспортную национальность, я буду говорить Nederlandse, потому что я женщина. Или Nederlanders. Все остальные... Все остальные, в принципе, национальности, они работают по такому же принципу, да. Мы говорим украинер, украинше или украинерс, про украинцев, рус, руссен, русский, руссиш можно тоже говорить, но обычно говорят рус, да, или русин, это женщина, и общее это руссен. Любая национальность работает по такому принципу, да, белг, белген. Поэтому не говорите Nederlandse mensen.
ни разу они вот за этот дебат не сказали слово Nederlandse mensen. Очень часто это говорят. Это не ошибка, скажем так, технически, но не звучит. Поэтому по национальности, да, нужно действительно заучивать. Там Duitser, Duitsers, да. Вот это все нужно, к сожалению, выучивать из головы, как это работает. Хотя там есть определенная система в принципе, да, как национальности называются. Что она говорит? Переводим, да, голландцы. Так, сейчас одну минутку, я сейчас открою, что же она говорит еще раз. Да, давайте немножко перемотаем, просто чтобы посмотреть субтитры. Nederland is for Nederlanders. Вторая ошибка – это когда люди путают страну и прилагательное. Страна – Nederland. В голландском языке для стран вам не нужен артикль. Все страны говорятся без артикля, потому что в голландском что-то уникальное, категориальное, мы артикль выкидываем. Поэтому это Nederland. Да. Если вы переходите в разряд голландский, все подряд, голландский язык, голландские тапки, голландские, все что угодно, это прилагательное, вот тогда нам нужен хвостик S. Nederlands. Например, het Nederlands – голландский язык. Или de Nederlandse taal, голландский язык, прям дословно, да. Het Nederlands – это просто голландский. Там, я не знаю, Nederlandse klompen, голландские кломпы. Да, не путаемся, иначе вы что-то другое скажете. Здесь Nederland for the Nederlanders, просто Nederlanders во множественном числе для голландцев. Да, Голландия для голландцев, говорит она. Тут вот ей задают вопрос, кто же такие голландцы. Давайте посмотрим дальше. Она, значит, говорит... Вот. Обратите внимание, у всех славяноговорящих, потому что нам это в языке не важно, проблема с грамматикой в отношении построения предложения, да, порядок слов. Во всех германских языках порядок слов очень важный. Падежей нет, поэтому нам надо научиться в предложении посредством порядка слов слова друг на друга насаживать. И поэтому вот здесь Mevrouw de Vos начинает предложение с придаточного предложения, с bijzin. Да. А мы знаем, что в придаточном предложении у нас всегда глагол уходит в конец. Всегда. Мы сейчас увидим, когда после глагола еще что-то может быть, но это очень специфические моменты, да. А вообще классически даже в таком длинном предложении у нас глагол всегда уходит в конец. Als jij nu 3 miljoen Afrikanen een Nederlands paspoort geeft, говорит она, если вы 3 миллионам африканцев выдадите нидерландский паспорт, и мы видим Nederlands paspoort. Обратите внимание еще, да, это тоже боль, скажем так, verbuiging, сейчас скажу по-русски, это у нас склонение прилагательных, зависит от существительного, которое, как и в русском, да, то есть красный шарик, красное платье, красная заря, да. Здесь тоже у нас есть свое склонение, и зависит оно от существительного, то есть прилагательно зависит от существительного, и вспоминаем, да, если у нас существительные de, то у нас хвостик прибавляется, будет Nederlandse, например, Nederlandse tafel. Да. Но паспорт у нас het, поэтому Nederlands passport. Ну, там еще есть маленькие важные детали. Мы сейчас не будем останавливаться. В любой книжке они расписаны, да. Там еще зависит от того, употребляете вы определенный или неопределенный артикль. Тоже очень важно. Появится у нас хвостик или нет. Меня спрашивают, Мария, это очень важно. Для понимания вас голландцы поймут. Не очень важно, да? Например, если вы скажете «маленький девочка» или «большая мальчик», вас все поймут. Но будет звучать примерно вот так. Поэтому уже ваше дело заучивать, лезть в эти детали, заучивать это не очень удобное правило или нет. Давайте смотреть дальше. Да, сегодня у нас такой немножко урок грамматический, да, грамматический, но с переводом. Давайте дальше смотреть, что они там говорят. Paspoort geeft, dan zijn dat nu natuurlijk niet meteen allemaal Nederlanders. Iedereen snapt dat dat in de praktijk natuurlijk niet zo werkt. Давайте смотреть дальше, что же они тут говорят. Что вам нужно
учитывать. А дальше у нас... Сейчас, секунду, немножко неудобный перевод. Дальше. Вот она сказала, начала свою фразу с придаточного предложения. Если мы 3 миллионам африканцам выдадим паспорт, и вот она дальше продолжает. А дальше, раз она продолжает, у нас идет hoofdzin, главное предложение. А если мы на первое место поставили что-то, и это не важно, что это ик, или целое предложение, или какой-то другой член, мандах или что-то, но на первом месте у нас что-то поставлено. По строгим правилам голландского языка второе место, когда мы говорим hoofdzin, у нас занимает глагол. И вот он здесь есть. Dan здесь опционально. Его можно взять в кавычки, а можно вообще употреблять, а можно не употреблять. Но мы видим, что у нас потом идет глагол. Да? Глагол обязательно у нас идет. И она говорит, dan zijn dat nu natuurlijk niet meteen allemaal Nederlanders. Тогда они, конечно же, сейчас не все станут в одночасье голландцами. Паспорты им типа выдали, а голландцами они не стали. Вот. Давайте кое-что хочу вам показать. Вот здесь у нас... Вот. Я написала специально als, там что-то другие члены предложения. Geeft, bijzin, да, werkwoord aan het eind. Dan опционально продолжаем hoofdzin met inversie, да, у нас главное предложение всегда будет с инверсией тогда. Meteen, она говорит, тут же, сию же секунду. Запомните это слово. Не говорите слово meten, потому что такое слово тоже есть, то есть нам нужно понимать, насколько нам нужны и важны длинные звуки. Meteen – это тут же, сейчас же. А когда вы путаетесь и говорите meten и переносите, делаете двойным первый звук, да, meten, это мерить, совсем другое слово, поэтому это meteen. Очень хорошее слово, да? Сию же секунду. Давайте смотреть дальше. Что она говорит? Allemaal Nederlanders. Iedereen snapt dat dat in de praktijk natuurlijk niet zo werkt. Iedereen snapt dat dat in de praktijk natuurlijk niet zo werkt. Что мы здесь видим? Меня все время говорят, дат, они тут ляпнули, зачем нам дат, это что у нас, ошибка что ли? Нет, надо понимать, что дат имеет огромное количество функций и может являться разными частями предложения. Вот здесь у нас iedereen snapt. Snappen, запомните, у нас есть прекрасные 3 синонима: begrijpen, snappen и doorhebben. Все они обозначают в той или иной степени понимать. Что она здесь говорит? Каждый понимает, да, snappen это хватать, дословно его значение. Ну, вот как бы схватил, дошло до него. Каждый понимает, что это на практике на самом-то деле не так работает. И вот мы смотрим дат. Первый дат – это союз «что», а дат второй – это «это». Да, что это. И прекрасное выражение in the praktijk. Я его часто употребляю. Или вот смотрим, у нас синоним. Ну, синоним. Вот snappen, begrijpen, doorhebben. Обратите на это внимание, да. In the praktijk. Я еще говорю daadwerkelijk очень часто. На практике, в реальности. Да. Вот. Что в реальности это не так работает. Обратите еще раз внимание на то, что они говорят на классическом правильном голландском. И поэтому все глаголы у нас в bijzin, в придаточном предложении, уходят в конец. Продолжаем. Voorzitter, dit is nou hoe racisme eruit ziet. Что здесь говорит Стефан? Почему Степан? Я говорю, потому что у меня ученика Степан зовут, да, Стефан. Вначале я допустила ошибку, это у нас Стефан фон Барле. Так вот, iedereen, так, что он говорит? Тоже я допускаю ошибки. Тороплюсь.
что вы меня, если что, поправляете. Так, секунду, мне надо его перемотать на немножко. Вот что говорит у нас Стефан. Voorzitter. Председатель. В голландском парламенте принято не обращаться напрямую, когда ты ведешь дебаты, да, с выступающим. Они общаются через третье лицо, через председателя парламента, да, поэтому они говорят voorzitter. И как бы в третьем лице общаются. Ну, это для того, чтобы соблюдать лимит времени и для того, чтобы дебаты проходили не агрессивно и уважительно, потому что иначе тогда получается руганина сплошная, и так она сплошная руганина. Но тем не менее, когда вот они напрямую начинают общаться, это запрещено, то тогда уж совсем прям скатывается чуть ли не в драке. А форзитеру нельзя к председателю обращаться неуважительно, да, тогда его просто могут, этого члена парламента, заблокировать, не давать ему слова. Поэтому обращаются друг к другу через третье лицо. Вот он говорит, voorzitter. Iedereen... Так. Что у нас? Voorzitter. Так, давайте еще раз. Секунду. Voorzitter, dit is nou... Ja. Вот, он здесь говорит, dit is nou hoe racisme eruit ziet. Это то, как выглядит расизм, говорит Барли. Да, мы здесь глагол видим eruit ziet, ну, расизм eruit ziet. Сам глагол это eruit zien. Очень сложный глагол, его плохо запоминают. А на самом деле он достаточно простой. Он у нас уже встречался. Eruit zien состоит из 3 частей. Мы знаем, что у нас есть scheidbare werkwoorden, разделяющиеся глаголы. И вот этот глагол, он уникален тем, что он разделился не на 2 обычные для нас части, а на 3. Плюс uit плюс zien. Переводится очень просто «выглядеть». Вот первая часть uit zien практически калька для русского языка. То есть uit — это «вы», приставка или предлог «вы», а zien — это «глядеть». То есть uit zien — «глядеть». Ну, тут еще «r» прицепился, не буду сейчас объяснять его местонахождение здесь. Просто запомните, что глагол «выглядеть», неважно, что выглядит, ты выглядишь хорошо, или вот расизм выглядит, это будет eruit zien. И чаще всего он распадается на 3 части. У нас в наших предыдущих разборах, по-моему, даже 2 раза он встречался, да. Как ты скажешь, ты прекрасно выглядишь сегодня. Jij ziet er prachtig uit. Jij ziet er prachtig uit. 3 части у нас получилось. Идем дальше. Так, смотрим, что дальше он говорит. Hoe racisme eruit ziet. Iedereen die een Nederlands paspoort heeft, is een Nederlander. En mevrouw de Vos, die bepaalt niet wie Nederlander is en wie niet. Так, ну, предыдущий, я думаю, слова его понятны, Стефана, да. Он говорит о том, что iedereen die een Nederlands paspoort heeft, is een Nederlander. Все, кто имеет голландский паспорт, все голландцы. Ну, технически, да. En mevrouw de Vos, die bepaalt niet wie Nederlander is en wie niet. И госпожа де Вос не может решать, кто голландец, а кто нет. Тоже мы видим огромное количество придаточных предложений, да. И идет у нас глагол в конец. И вот такие вот дополнения имеют право стоять после глагола и закрывать предложение. Но там есть определенные условия. Об этом тоже можно почитать в грамматических книжках. Хотя уже на более высокий уровень и достаточно сумбурно. Но информация есть. Но если вы хотите в этом во всем разобраться, то приходите к нам. Вот я любитель как раз вот таких вот сложных грамматических конструкций. И на своих курсах на уровень я даю всегда эту информацию, особенно на высоких уровнях. А также у меня летом всегда бывают отдельные грамматические курсы, которые пользуются успехом, потому что я раскладываю вот эти сложные структуры. Дальше идем.
die bepaalt niet wie Nederlander is en wie niet. Mevrouw de Vos bepaalt niet wie meer recht heeft om aanspraak te kunnen maken op dit land en wie niet. Здесь очень много у нас всяких слов и выражений. Для начинающих они будут интересными. Давайте посмотрим, что сначала я переведу, потом уйдем на грамматику, да? Так, давайте еще вот чуть-чуть. Mevrouw de Vos bepaalt niet wie meer recht heeft. Госпожа де Vos не может решать, кто имеет больше прав на право владения землей. В данном контексте можно это рассматривать, то есть на право быть голландцем, на право владения землей в значении на право быть голландцем, да. А кто нет? Вот давайте посмотрим, что у нас интересного здесь. Что вам надо обратить внимание? Слово «бепале» очень часто употребляется, этот глагол. Определять в значении решать, да. Она не определяет или не решает. Recht hebben op, давайте я допишу, потому что лучше запоминать это сразу с предлогами. Иметь право на. Да. Aanspraak maken op, претендовать. В данном контексте было aanspraak maken op land, op het land. Претендовать на землю или на право быть гражданином. Вот. Очень важные слова и выражения. Давайте дальше. En wie niet. Iedereen die een Nederlands paspoort is een Nederlander. En ik vraag mevrouw de Vos. Вырезали маленький хвостик из контекста, да, ну там он. А давайте посмотрим, что говорит у нас Stefan. Iedereen die een Nederlands paspoort bezit, is een Nederlander. Bezitten, глагол bezitten, найдете у меня в PDF-ке. Bezitten обозначает владеть, да, bezit – владение. А еще есть слово besitting или besittingen. Его очень часто употребляет, это имущество, да, то есть какое-то любое имущество. Очень часто употребляют в транспорте, говорят не в отношении вещей, да, не dingen, конечно же, и даже не spullen, а bezittingen, да, типа vergeet je bezittingen niet bij het achterlaten van de trein. Вот, поэтому тоже запомните это слово. En in bezit hebben – это владеть. In bezit hebben – это владеть. Так, что он там дальше у нас сказал? Ага, ну дальше сейчас мы будем слушать, что он там дальше говорит. Paspoort is een Nederlander en ik vraag mevrouw de Vos. Gewoon deze walgelijke vorm van racisme, om dat gewoon terug te trekken. Ja. Так, давайте посмотрим по переводу, что он там выражает, недовольство свое, да. En ik vraag mevrouw de Vos, я прошу госпожу de Vos om deze walgelijke vorm van racisme, om dat gewoon terug te trekken. Я прошу госпожу de Vos, чтобы она эту мерзкую форму расизма просто забрала назад, да. Можно интерпретировать, чтобы она забрала свои слова назад, когда вот она выражала, своими словами выражала вот эту вот противную форму расизма, да, чтобы она вот свои слова забрала обратно. Терехтрека. Да, вот, если мы посмотрим на наши записи, то вы увидите, что вот безitten владеть, да, walgelijke, мерзкий, отвратительный, zich terugtrekken, взять свои слова обратно в этом контексте. А вообще это zich terugtrekken, это отступать, уходить с поста, например. Тоже обратите внимание. Вообще terugtrekken, да, трека это тащить, terug обратно, да, то есть вот обратно тащить, в данном случае слова, выражающие расизм.
racisme, om dat gewoon terug te trekken. Ja, de heer Van Baarle heeft het nu over de juridische definitie van een Nederlander. En dat is inderdaad iemand met een Nederlands paspoort. Veel mensen die een Nederlands paspoort hebben, die hebben wel een Nederlands paspoort, maar die... Тут немножко куски из контекста выдрали, чтобы укоротить, сделать коротенький shorts. Вот, но тем не менее, да, поэтому мы слышим, что у нее скачки и паузы, но тем не менее, да. Давайте еще раз посмотрим, что она, с чего она там начала. Да, господин Барле говорит сейчас о том, heeft nu over, мы говорили, что het hebben over, это говорить о. Там нету слова praten, но есть фраза het hebben over, да, говорить о. Юридическая дефиниция о юридическом значении. Дефиниция, я выписала это слово, это такое вот высокое слово для значения. О юридическом значении, что такое голландец. И действительно, inderdaad, это действительно, это тот, кто имеет голландский паспорт. Так, тот, кто имеет голландский паспорт. То есть голландец, тот, кто имеет голландский паспорт. Но при этом не чувствует себя голландцем. Maar die voelen zich helemaal geen Nederlander. То есть паспорты имеют, но чувствуют себя не голландцами. На что здесь надо обратить внимание? На zich voelen, чувствовать себя. Ну, а остальное, в принципе, вам знакомо. Давайте смотреть дальше, что она там говорит. zich helemaal geen Nederlander. Dus ja, als zij zich al geen Nederlander voelen, hoe moet ik ze dan als een Nederlander zien? Здесь она говорит, als zij zich geen Nederlander voelen, hoe moet ik ze dan als Nederlander zien? Если они себя не чувствуют голландцами, как я вообще должна видеть их, принимать как голландцев, да, видеть значение принимать как голландцев? Ну, мы видим, да, огромное количество придаточных предложений, и глаголы у нас все улетают в конец. Еще раз. Здесь у нас, в принципе, ничего такого необычного нету. Запомните только, что iemand zien, zien у нас не только переводится видеть, но еще смотреть, определять, рассматривать, да. Дальше смотрим. Raar hè? Dat ik me vastklamp aan de grondwet. En dat ik me vastklamp aan de... Чтобы у меня из головы не выкинулось, я вам сразу переведу это предложение. Обращу внимание, он говорит raar, странно, да? Dat ik me vastklamp aan de grondwet. Что я цепляюсь к Конституции. En dat ik me vastklamp, и я цепляюсь к, привязываюсь, цепляюсь к... Секунду. О тех всех достижениях, потому что verworvenheden, достижения, от глагола verworven, verwerven, достигать, цепляюсь к тем достижениям, за которые мы в этой стране боролись. Что нам здесь надо? Нам здесь надо вот эти слова запомнить. Iemand als бла-бла-бла zien. Видеть, определять как. Кого-то, да? Raar, странный. Второе значение это чужой. Zich vastklampen aan. Цепляться, привязываться к. Дословно практически. De grondwet, конституция. Пишется с большой буквы. Verworvenheid это достижение. И там было слово bevechten. То есть они боролись, да? Voor welk wij hebben bevochten in dit land, говорит он, за который мы боролись. Вот vechten, бороться. А bevechten это тоже бороться, но немножко другой грамматический аспект. Но значение то же самое будет. Да? Обратите внимание, пересмотрите потом, как он построил эту фразу. Потому что можно сказать vechten voor, бороться за, а verworvenheden bevechten,
то же самое, бороться за них, но тогда без предлога. Так. Met elkaar hebben bevochten. Voorzitter, dat is wat Nederland Nederland maakt. Namelijk dat hier niet gediscrimineerd wordt. Что он здесь говорит? Dat is wat Nederland Nederland maakt. Это то, что делает Нидерланды Нидерландами. Namelijk. Или есть синоним met name, а именно, dat hier niet gediscrimineerd wordt. А именно то, что здесь не дискриминируется. Никто не дискриминируется. Никто никого не дискриминирует. Здесь у нас выбран пассив, да, потому что тут не про лицо речь идет, кто кого дискриминирует, а вообще про само действие. То есть здесь никто не дискриминируется. Идем дальше. En voorzitter, ik constateer alleen maar dat als mevrouw De Vos... Здесь он говорит, ik constateer alleen maar, я констатирую, да, мы это слово знаем, что госпожа Де Вос, здесь он говорит, onderscheid gaat maken, als mevrouw De Vos onderscheid gaat maken, как, сейчас минуточку, одну секундочку посмотрю там, что он конкретно говорил, чтобы мысли не потерять. Что он там у нас говорит? Ага. Dat als mevrouw De Vos. То есть, что если госпожа Де Вос... И дальше смотрим. Voorzitter, ik constateer alleen maar dat als mevrouw De Vos onderscheid gaat maken tussen de ene Nederlander die wel aanspraak mag maken op dit land en op de verworvenheden in dit land en de andere groep Nederlanders die dat niet mag, dat dat racisme is, dat dat discriminatie is en dat het gewoon echt een hele smerige vorm van extreemrechtse politiek is in dit huis. У него была длинная речь, поэтому мы ее сейчас по частям будем смотреть. Так, вот он тут зацепился к Grondwet, к борьбе за достижение. И дальше он говорит следующее, да, то есть я только констатирую, что если госпожа Де Вос будет делать различия, onderscheid maken, делать различия между каким-то голландцем, ene Nederlander, или ene Rus, ene и человека, да, любого человека, ene boxer, это какой-то, die wel aanspraak mag maken между голландцем, между каким-то голландцем, который имеет право быть голландцем, имеет право быть голландцем. Так, ну что-то не хочет у меня двигаться. En de andere groep Nederlanders и другой группы нидерландцев, которые этого права не имеют, то это расизм, это дискриминация, и это мерзкое, очень, echt een hele smerige vorm. И очень противная, смерих имеет много значений в зависимости от контекста. Противный, гадкий, мерзкий, синоним walgelijk. Противная, гадкая форма праворадикальной политики в этом доме, ну, парламент, да, huis, с большой буквы, обратите внимание, они имеют в виду парламент и katshuis, где они заседают, да.
которую я уже давно здесь не слышал. Такой вот расизм я уже давно здесь не слышал. En die keihard bestreden moet worden. И этот расизм, да, должен быть очень, с ним мы должны очень жестко бороться. Обратите внимание на слово keihard. Очень жестко, очень мощно. И bestrijden в прошедшем времени, это вообще пассив у нас, поэтому стоит в прошедшем времени. Bestreden moet worden. Обратите внимание на вот конструкцию пассива. Как интересно, с 3 глаголами. Должен должен быть жестко, с ним нужно жестко бороться. Вот так мы по-русски переведем. С этой формой расизма. В общем-то и все. Да. На этом, в принципе, можно закончить. Обратите внимание еще раз, пересмотрите, мы поставим линк на этот шортс. Обратите внимание на все выражения, которые я вам указала, а также обязательно на грамматические конструкции. Они не сложные, но они очень классические, и, в принципе, они вам очень помогут разобраться в грамматике нидерландского языка. Ну, а если вам нужны курсы, приходите к нам. У нас курсы разные. На фонетику, на грамматику, обычные на уровень. И мои партнеры всегда носители. Да. И некоторые курсы преподают только носителя, например, фонетику. Если вам интересны такие разборы, если вам интересно что-то знать про политику, пишите, мы все учтем. И до следующих разборов. Пока-пока.